и я являюсь студенткой Польско-Японской академии информационных технологий. И сегодня мне бы хотелось поделиться с вами, как я поступила в этот университет и каково вообще мне здесь учиться. Так что поехали! Университет предлагает 5 направлений. Наиболее обширными из них являются информатика и медиаискусство. Также есть выбор языка обучения. Это может быть как английский, так и польский язык. Лично я обучаюсь на профиле информатика на английском языке. Но я также поступала и на профиль медиаискусства, поэтому расскажу вам, как поступить и на профиль информатика, и на профиль медиаискусства. Ну так что ж, начнем по порядку. Первое. Вам не нужно сдавать ЗНО, ЦТ, ЕГЭ и так далее. Вам нужен только аттестат. Не стремитесь получить высокий средний балл. Вам нужны хорошие отметки по определенным предметам. Как, например, на профиль информатика вам понадобится математика, информатика, английский и физика, если я не ошибаюсь. Также за эти отметки вы можете получить скидку на обучение. Пункт номер 2. Сертификат на знание английского либо польского языка. Что касается английского языка, вам нужно предоставить сертификат наподобие IELTS либо TOEFL на определенное количество баллов, указанное на сайте. Но, конечно же, бывают такие ситуации, когда вы не успели сдать, не смогли сдать, что-то пошло не так. И здесь есть второй выход. Вы можете пройти онлайн-собеседование, чем я и воспользовалась, когда поступала в этот университет. Хочу подробнее рассказать про онлайн-собеседование как на медиаискусство, так и на профиле информатика. Что касается медиаискусства. Для собеседования по медиаискусству нужно было уметь общаться на определенные темы, указанные на сайте. Я очень долго готовилась к этому собеседованию, купила себе книжку по истории искусств, начала зубрить, также интернет-ресурсы мне были в помощь, но все эти усилия и старания, грубо говоря, были зря и напрасно. Напрасно я так нервничала и переживала, все оказалось намного проще, чем я думала. Собеседование проводила женщина, которая очень хорошо располагала к себе. Она поспрашивала меня пару вопросов, на примере тех, которые я помню, это кто ваш любимый художник, может вы на кого-то равняетесь, любишь ли ты читать, какие жанры ты предпочитаешь и так далее. Что касается собеседования по информатике, единственную сложность составляла математический пример. Женщина написала на листочке что-то наподобие 2 умножить на 3, деленное на 4, минус 8, плюс 1, равно сколько-то там. И вам нужно было просто прочесть этот пример. Поэтому вот вам один совет, выучите все математические термины, они вам на самом деле понадобятся, как на собеседовании, так и во время учебы, конечно же. Третье – это портфолио. Оно нужно только тем, кто поступает на медиаискусство. Я хочу поделиться своей историей, как я вообще создавала это портфолио, почему я решила сменить свой профиль, как вообще все это произошло. Так вот, за 2 года до поступления я решила, что буду поступать именно в этот университет и начала готовить свое портфолио. Я, если честно, не проходила никакие художественные школы, ничего не заканчивала. Я просто любитель, мне просто нравилось рисовать. И подумала, что за 2 года я справлюсь и сделаю свое портфолио и смогу поступить. Так оно и случилось, я поступила, вроде бы все хорошо. Мне надо уже было подписывать бумажку, то, что я буду поступать на профиль медиаискусства. И тут я в последний момент решаю, что нет, я буду поступать на информатику. Вопрос, почему я так сделала? Потому что мои баллы за портфолио были достаточно низкие. И я подумала, что, возможно, что-то нужно менять. Лучше, может, сменить свой профиль. Также, вообще, главной причиной стало то, что я не могу просто целый день сидеть и рисовать. Мне подготовка самого этого портфолио дала понять, что я не могу усидеть целый день просто в рисовании. И поэтому я решила, что все-таки, да, надо что-то менять, надо что-то делать, тем более, что мне было бы достаточно тяжело соревноваться с другими студентами, которые поступили на этот профиль и прошли какую-нибудь художественную школу, либо у них есть какой-то опыт в рисовании. И, конечно же, это не составило главную причину, но главной причиной послужило то, что я не могу просто уделять целый день на рисование. До университета, до всей шумихи я занималась 3D-моделированием и думала, что я пойду на данный подпрофиль.
И тут я смотрю на сайте, что в профиле информатика также есть этот вот профиль 3D-моделирование, разработка игр и так далее. Я увлекалась веб-программированием, мне очень нравились тем более предметы, как физика, математика, английский. В последнюю минуту, кстати, когда я должна была подписывать документы, то, что я все уже поступаю на профиль медиаискусства, я решила, что я поступаю на информатику. И вот сейчас я уже отучилась первый семестр, учусь второй семестр. Честно, вообще ни капельки не жалею об этом. Классно. Вся жизнь просто перевернулась сверх на голову. Другая жизнь, другие люди, другая страна. Все совершенно новое. Если бы мне сказали пару лет назад, что так со мной случится, я бы даже, возможно, и не поверила. Поэтому я всем советую поступать в этот университет, если вы нашли себя в каком-нибудь из этих профилей. Также хотела рассказать вам то, что если у вас такая же проблема, как у меня, возможно, что вы сомневаетесь в своих умениях рисования, что-то не так, вы думаете, вот вам хочется рисовать, вы хотите поступить на медиаискусство, то для вас есть тоже выход в университете. Есть такая прекрасная вещь, как нулевой класс, как мы называем. Вы можете поступить в университет и обучаться рисованию. То есть вас, грубо говоря, с нуля научат, как нужно рисовать. Вы овладеете всеми теми техниками, которые вам на самом деле нужны для поступления. Также хотела рассказать вам, как проходят курсы английского и польского языка в сентябре. Моя основная группа, занятия которых проводила женщина, она не являлась native speaker английского языка, но, знаете, она на самом деле очень хорошо знала язык. И, честно, мне очень нравилось, как она организовывала наши уроки. Особенно хочу отметить то, что у нее было 50% говорения для нас, 50% говорения для нее. То есть я имею в виду то, что она давала нам очень много возможностей говорить, практиковать все. Также, конечно же, мы пополнили наш словарный запас английского, напичкали всеразличными терминами, которые нам понадобятся на учебе. Поэтому я на самом деле всем советую, рекомендую, идите в сентябре, тем более бесплатно, на эти курсы английского языка. Что касается польского языка, я посетила только несколько занятий. Тут такие же привилегии, как и в курсах английского языка. Это изучение терминов для вашей специальности, новые знакомства, изучение территории университета и так далее. Огромным плюсом является то, что вы находитесь в этой среде. Вы каждый день слышите польскую речь. Походы в магазин, приобретение банковской карты, покупка сим-карты для телефона и подключение тарифа и так далее. Изучайте польский язык, ведь так или иначе он вам все равно понадобится. В общем-то и все, что хотела рассказать, было сказано. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы, либо вам нужна помощь, вы можете написать в комментарии к этому видео, либо в соцсети, ссылочки на которые вы найдете в описании.